Привет, друзья! Сделать говяжью тушенку в домашних условиях не состоит труда, если разобраться в тонкостях приготовления. Главное соблюдать технологический процесс. Тушенка собственного приготовления содержит только натуральные продукты, поэтому получается нежный и вкусный. Тушенку также можно сделать из свинины или курицы, но в данном рецепте использую говядину свежую, не замороженную. Жилки срезаю, но небольшой жирок оставляю для сочности. Режу мясо на кусочки весом 40-50 грамм примерно. Говядину я предварительно хорошо помыла и обсушила. Кладу кусочки мяса в объемную чашку, где я буду все перемешивать. Лук репчатый придает тушенке аромат и сладость, так что без лука никак не обхожусь. Режу тонко лук. Кидаю лук в чашку с мясом и также тонко режу слайсами чеснок. По ГОСТу в магазинном варианте обычно не кладут чеснок, так что можете по своему вкусу, по желанию не добавлять чеснок. Соль обязательно должна быть не мелкой слишком и не йодированной. У меня соль цветочная, среднего помола. Можете уменьшить количество соли, если не собираетесь тушенку долго хранить. Мясо хорошо все перемешала. Подготовила специи, а это черный перец, горошек и лавровый лист. Банки просто я хорошо помыла. Я их не стерилизовала. Заполняю банки мясом, не забыв при этом положить черный перец. 3-4 штуки на банку достаточно и лаврушки 1-2 штуки. На одну банку 700 миллиграммовую примерно добавила 3 столовые ложки воды и немного сверху положила топленое масло. Если есть собственный жир говяжий, то масло можно не добавлять. Крышки должны быть просто чистыми, без всяких ржавчин. Плотно закрываю банку крышкой. В итоге получилось у меня 7 баночек, 4 банки 700 миллиграммовых и 3 банки 400 граммовые. Варить тушенку буду я в простой кастрюле, но застелила тряпкой. Главное, чтобы вода полностью покрыла банки. Наливаю доверху холодной воды и довожу до кипения. Варила тушенку я 5 часов на самом маленьком огне с закрытой крышкой. Если вода упарится, то добавляйте кипяток только, иначе банки треснут. Готовая тушенка хранится долго, около 6 месяцев, при температуре не выше 10 градусов тепла. Так что если нет у вас погреба, то храните лучше в холодильнике. Тушенка – это знакомый вкус детства, это ностальгия, это вкусно и в конце концов удобно. Готовится быстро и просто, а есть можно хоть с чем – с рисом, макаронами или как бешбармак, с картошкой и так далее. Друзья, мои любимые, если это видео было полезным для вас, то смело ставьте лайк. С вами была, как всегда, Наталья. Пока-пока!